Всем привет! Сегодня мы с вами установим Studio 2.0 для того, чтобы мы могли делать Лего на компьютере. Сначала скачаем. Нужно в гугле набрать Studio 2.0. По первой ссылке перейти. Нажать на вот эту желтую кнопочку. После того, как программа загрузится, нужно будет щелкнуть. В зависимости от браузера у вас немножко может отличаться вид. Дождались окончания загрузки. Нажимаем на скачавшийся файл и запускаем установку. Выбираем I accept. Нажимаем Next. Выбираем Create Desktop Shortcut. Выбираем Next. Нажимаем Install. Ждем, когда у нас все установится. Установка файлов занимает приличное количество времени, поэтому терпеливо ждем до конца. Дождавшись, выбираем No, I will restart the computer later. Нажимаем Finish, после чего запускаем программу. Studio 2.0 выглядит как разноцветный pop-it. После запуска программы вы увидите вот такое окошечко. Выбираем Create New, после чего появляется похожее рабочее пространство. Давайте сейчас сделаем снеговика. Я подробно расскажу, какие клавиши при этом нужно нажимать, так как многие из вас не знают, как пользоваться программами. Я буду стараться рассказывать максимально подробно, поэтому более опытные могут слушать вполуха, а соответственно те, которые за компьютерами сидят редко, должны будут очень внимательно слушать все мои слова, все, что я скажу. Программа имеет достаточно большой функционал. Мы с вами его сейчас полностью рассматривать не будем. Слева видим панель категорий блоков, категорий деталей. Снизу видим более подробное, полностью весь расположенный каталог всех деталей. Здесь нужно знать, что если мы нажмем вот на эту кнопку, то отфильтруются детали и не будут показываться детали с рисунками. Только однотонные детали. Нам нужны будут детали с рисунком, поэтому эту кнопку нужно сделать так, чтобы она была с диагональными линиями. Вот эта кнопочка. Первым делом мы с вами будем искать следующую деталь. Называется она Slope Inverted. Наберем только первые три буквы Inf. Дальше наберем размеры нашей детали. 2, 2, 2 пробел 2. Вот таким образом выглядит наша деталь. Нужно щелкнуть левой клавишей мыши, то есть нажать и отпустить левую клавишу мыши. На клавиатуре найти стрелочки и стрелочками повернуть нашу деталь соответствующим образом. Поставить примерно в центр. Щелчок ставит деталь. В сторону отводим курсор, разворачиваем стрелочками деталь, еще раз щелкаем левой клавишей мыши. Таким образом у нас получилось основание снеговика. Но деталь все еще у нас в руках. Давайте немножко изучим нашу программу и расставим для начала 5 деталей примерно вот в таком положении. Теперь нам нужно выбросить деталь, которую держит мышка. Чтобы выбросить деталь, нужно на клавиатуре нажать Escape. Клавиша Escape находится в верхнем ряду слева, крайняя клавиша. Деталь выбросили. Теперь попробуем научиться двигаться в пространстве. Для того, чтобы двигаться в пространстве, нам необходимо нажать на правую клавишу мыши, нажать и удерживать ее. Нажимаем на правую клавишу мыши и начинаем двигать мышку. Таким образом мы с вами видим, что мы можем относительно центра вращать все детали, которые мы положили. Если мы сначала нажмем на клавиатуре клавишу Shift, клавиша Shift находится снизу в левом углу, чуть выше клавиши Ctrl. Нажимаем и держим Shift. Нажимаем и держим правую клавишу мыши. И теперь мы с вами можем двигать все объекты. По сути, мы меняем центр нашей фигуры. Это очень удобно использовать, когда мы проектируем
и хотим рассмотреть с разных сторон модель. То есть комбинируем. Правую клавишу мыши держим. Нужно повернуть, а потом сразу подвинуть. Зажимаем Shift и двигаем в нужное место. Расположите картинку, как у меня на экране. Чуть-чуть смотрим сверху. Нам нужно оставить только основание. Чтобы оставить только основание, лишние детали нужно удалить. Чтобы удалить сразу группу деталей, нужно начертить прямоугольник, в который будут входить все эти детали, или частично касаться этого прямоугольника. Чтобы начертить прямоугольник, нужно в пустом пространстве, подчеркиваю, в пустом пространстве нажать левой клавишей мыши, удерживать левую клавишу мыши и тянуть прямоугольник таким образом, чтобы у нас были выделены нужные кирпичики. Отпустить левую клавишу мыши, после чего найти клавишу Delete. Она находится над стрелочками. У некоторых она сильно выше над стрелочками, может быть даже в самом верхнем ряду. Вы нашли эту клавишу. Иногда там написано Delete, иногда написано просто Del. Нажимаем Delete. И мы видим, что у нас ненужные детали пропали. Теперь нужно выделить две детали так, чтобы у нас осталось основание будущего снеговика по центру. Возьмем курсор, наведем на левую деталь, щелкнем левой клавишей мыши по этой детали, она становится выделенной. Нажимаем на клавишу Ctrl, находится в нижнем левом углу клавиатуры, и, удерживая Ctrl, щелкаем по правой детали. Таким образом у вас выделены становятся две детали. Отпускаем клавишу Ctrl и нажимаем на клавишу Delete. Теперь мы научились с вами удалять лишние объекты. Расположим основание нашего будущего снеговика следующим образом. Теперь нам нужно выбрать следующий кирпичик. Набираем в поиске Brick и пишем размеры 4/2. Выбираем деталь щелчком мыши и ставим на нужную позицию. Для того, чтобы не дублировать деталь, нужно будет нажать клавишу Escape. Обратите внимание, если у меня возникает какой-то конфликт, то есть деталь попадает внутрь другой детали, детали становятся прозрачными. Такого допускать нельзя. Нажимаю Escape для того, чтобы избавиться от нашего кирпичика. Все, кирпичик я отпустил. Теперь сверху буду ставить следующий слой деталей. Набираю в поиске слоп 45, 2, 2. То есть это все параметры нашего слопа. 45 это угол скоса детали и 2,2 его размеры. Выбираем вот эту деталь. Разворачиваем ее так, как нам нужно. Ставим. Разворачиваем еще на 180 градусов. Ставим. Выбрасываем ее. Теперь нужно начертить второй ком. Но мы не будем искать детали в поиске. Мы просто скопируем необходимые нам детали. Чтобы скопировать необходимые нам детали, прощелкаем с помощью Ctrl нужные нам детали. Теперь нажмем на клавишу C, и мы можем копировать детали. Скопировали их, поставили на самый верх. Щелчком мыши поставили и Escape отпустили копию. Есть и другой способ копировать детали. Он чуть более сложный, но давайте мы его изучим для того, чтобы знать этот способ, потому что этот способ применяется во множестве других программ. Прощелкаем нужные нам детали. Теперь нажмем и зажмем клавишу Ctrl. Щелкнем по клавише C на клавиатуре в нижнем буквенном ряду, она слева третья. Просто щелчок при зажатом Ctrl. Нажали. Отпустили. Теперь то же самое на соседнюю клавишу V. Русская M. Тоже щелчок при зажатом Ctrl. Отпускаем Ctrl, видим, что у нас деталь скопировалась. Этот способ более сложный, но чаще его используют, потому что есть привычка его использовать при работе в других программах. Щелчком ставим эти детали.
Разница из этого использования видна и здесь. Когда мы нажимали C, после того, как мы скопировали деталь, нам ее нужно было выбросить. Она у нас зажималась. А при Ctrl-C, Ctrl-V наша деталь просто поставилась и новая не появилась. Поэтому сами для себя решайте, каким способом вам лучше пользоваться. Я думаю, будет зависеть от ситуации. Теперь выберем новую деталь. Найдем ее в поиске. Наберем Plate 2.2. Перетащим и поставим ее наверх. И выделим эту деталь. Если ничего не нажимать, она остается выделенной. Выберем цвет. Справа есть панелька, которая называется Color Palette. Нажимаем на выпадающий список. Выбираем там красный цвет любым способом, который вы сможете сделать. Можно также воспользоваться поиском, набрать Red и выбрать все возможные сочетания красного цвета. Я выберу просто красный. Теперь будем строить голову нашего снеговика. Поставим немножко так, наискос, для удобства. Ищем следующий блок. Пишем Brick. Дальше пишем Mod. От слова Modify. Но не пишем это слово полностью, достаточно его сокращения. После чего пишем размеры 2 на 2. Нам нужна будет сначала вот эта деталь. Мы ее поставим на месте будущего лица снеговика. Поставили, развернули снеговика спиной к нам на 180 градусов. Выбрали теперь вот эту деталь. И нужно эту деталь развернуть на 180 градусов с помощью стрелок. Развернули. Это необходимо сделать, потому что те пупырки, которые находятся в передней части этой детали, без разворота они будут упираться вот в это место. И тогда наша голова полностью станет прозрачной, а этого допускать нельзя. Щелкаем, ставим эту деталь, отпускаем копию детали, разворачиваем нашего снеговика обратно и будем формировать лицо. Сначала сделаем снеговику наушники. Чтобы сделать ему наушники, нужно найти блок, который называется Tile Round 1.1. Тут немножко нужно пролистать вниз, для того, чтобы найти эту деталь. Эта деталь выглядит вот таким образом. Разместим ее на месте ушей. Повернем с помощью стрелочек так, как нам нужно. И разместим на месте ушей. Теперь выберем с помощью Ctrl обе эти детальки и сделаем их черного цвета. Теперь выберем лицо. Это следующий кирпичик. Tile 1, 2. И наберем слово глаза Eyes. Выбираем этот блок. Разворачиваем таким образом, как на видео. Ставим. Выбрасываем лишнее. Теперь аналогичным образом рот. Стираем слово Eyes. И начинаем набирать слово рот на английском языке. Достаточно набрать первые три буквы MOO, и мы уже видим, что нам доступен подходящий тайлик. Разворачиваем эту деталь таким образом, чтобы язык нашего снеговика смотрел вниз, или это может быть зуб. Напишите в комментариях, это все-таки зуб или язык. Далее. Разворачиваем снеговика спиной к нам. Выбираем тайлик 2 на 2. В поиске пишем tile 2 пробел 2. И нам нужны волосы. Пишем hair. Выбираем ту же деталь, которую выбрал я. Ставим ее. Разворачиваем снеговика обратно. Теперь будем делать ему кепочку. Чтобы сделать ему кепочку, выберем модифицированный тайл. Напишем tile mod 2 пробел 2. Здесь этот тайл находится, получается, в 4-м ряду у меня на видео. Выбираем его и ставим так, чтобы немножко у нас был козырек. Вот таким образом. Теперь выбираем пластину, plate 1-2 с размерами 1-2 и ставим на заднюю часть головы.
Теперь выбираем блок кирпич, брик, раунд, у нас будет круглый, размерами 2 на 2. Здесь 3 подобных, можем выбрать любой и поставить на самый верх. Поставили. Теперь раскрасим кепочку в желтый цвет. Так как мы ставили эти 3 блока, последние 3 действия, справа мы видим все блоки. Если наводить по каждому блоку, он подсвечивается. Давайте выберем с помощью этого инструмента последние 3. Чтобы сделать множественный выбор, нужно нажать левой клавишей мыши на последний, зажать клавишу Shift на клавиатуре, не отпускать ее и щелкнуть на третий снизу блок. Щелкаем. Видим, что у нас здесь выделилось 3 блока. На самом объекте тоже выделено 3 блока. И давайте сделаем их желтого цвета. Выбираем желтый цвет или пишем его название в поиске. Все, таким образом у нас с вами получился снеговик-строитель. Теперь нам нужно научиться сохранять эту модель. Для того, чтобы сохранять эту модель, нажимаем в левом верхнем углу программы «Файл», нажимаем Save As, сохранить как. Здесь мы с вами нажимаем на кнопочку «Документы», слева каталог, ищем там документы, нажимаем на документы. Наверху ищем кнопочку «Новая папка», нажимаем кнопочку «Новая папка» и пишем, например, 7А, первая группа, 7А1. Нажимаем Enter, еще раз нажимаем Enter, чтобы зайти в папочку. И здесь уже в имени файла пишем свою фамилию. Ставим знак тире и пишем, что у нас получилось. То есть у меня в данном случае получилось Brickmaster-снеговик. Нажимаем «Сохранить». Вот и все. Теперь у нас получился файл, который мы можем при необходимости кому-нибудь показать. На этом первый урок закончен. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Пока-пока.